Будешь ли ты счастлив? Это зависит только от тебя. От ключевых выборов, которые ты совершаешь ежедневно, ежечасно и даже ежеминутно. От того, какой ты сделаешь выбор, зависит, откроешь ли ты дверь к счастью или уткнешься в тупик неудовлетворенности, несчастья и даже отчаяния. Эти собственные выборы совершенно несложно увидеть. Они твои 7 ключей к счастью. И сейчас я расскажу о них. Но сначала давай определимся, что мы ищем. Что такое счастье? Вся жизнь человека – это поиск счастья. Его пытаются найти всюду. Кто-то ищет его в любимой работе, кто-то в деньгах и богатстве, стремясь получить все сокровища мира. Кто-то стремится к известности, желая купаться в лучах славы. Для некоторых счастье – это быть первым, быть лучшим. Очень многие ищут счастье в детях, и почти все в отношениях. А секрет счастья очень прост. Ты счастлив, когда ты любишь и проявляешь свою любовь всеми доступными тебе способами. Когда ты обнимаешь любимого человека или ешь любимое мороженое, ты не лукавишь и не притворяешься. Это моменты, когда ты выражаешь подлинного себя. Именно в них ты живешь, а не существуешь. Счастье – это возможность любить. И тебе настолько нравится чувствовать себя живым, что ты начинаешь поиски. Ты ищешь, а что или кто может дать тебе эти моменты? Ведь так хочется, чтобы любовь пришла и задержалась. И продолжаются бесконечные поиски любимого человека, любимого дела, любимого города. Только неуловимое счастье постоянно ускользает. Ведь все эти поиски – это попытка привлечь счастье снаружи. Что-то должно произойти и сделать тебя счастливым. Между тем, все внешние аспекты твоей жизни – отношения, деньги, дети, успех, слава – всегда будут отражать то, что у тебя внутри. Твое состояние притягивает к тебе то, что в данный момент тебе созвучно. А если не искать любовь снаружи, а раскрывать ее в себе, раскрывать собственную любовь к миру, к людям, к Богу. Ведь любовь – это и есть твоя подлинная, глубинная, истинная суть. Чем больше раскрываешь любовь внутри себя, тем счастливее становишься. И любимый человек, и любимое дело обязательно появится в твоей жизни. А если ты не будешь раскрывать себя, как любовь, то счастье так и останется чем-то внешним. Зачем нужно гоняться? Оно не поселится в твоем сердце. От того, каким ты выбираешь быть, зависит, куда ты идешь. И 7 твоих состояний, которые стоит выбрать и жить в них каждый день, это твои 7 ключей к счастью. Ключ к счастью номер 1 – благодарность. Чего в твоей жизни больше? Благодарности к миру или претензий к нему? Чем больше ты благодарен за все происходящее, тем сильнее твоя жизнь наполняется ценностью. Ты благодаришь мир просто за то, что он есть. Ведь ты живешь и можешь проявить себя и раскрыть свои самые высшие качества. Поэтому мир становится наполнен огромным смыслом. Благодарность делает твою жизнь радостной и осмысленной. Кстати, чем больше ты благодаришь, тем больше находишь причин для благодарности. Ты буквально наполняешься этим волшебным чувством. И жизнь превращается в бесконечный поток приятных впечатлений и возможностей. Поэтому благодари. Благодари жизнь. Ищи причины для благодарности и возможность ее выразить. Благодарность – целительная сила. Это воистину путь к благодати. А если ты пойдешь по пути претензий к миру и к жизни, то упадешь в пропасть бессмысленного и безрадостного существования. Притча о благодарности. Одна женщина совершала паломничество и пришла в деревню на закате. Она просила приюта на ночь, но жители деревни захлопнули двери перед ней. Ночь была холодна, и женщина осталась голодна и без приюта. Вишня в поле дала ей приют. Ночью было по-настоящему холодно, и она все не могла заснуть. И это было опасно, дикие звери. В полночь она проснулась, дрожащая от холода, и увидела в весеннем ночном небе распустившиеся цветы вишни улыбаются туманной луне. Переполненная, побежденная красотой, она встала и поклонилась в сторону деревни. Благодаря им я осталась без ночлега, но нашла саму себя. Ночью, под цветущей вишней,
и туманной луной. С большой искренностью она благодарила этих людей, которые отказали ей в ночлеге, ведь иначе она спала бы под обычной крышей и пропустила бы эти цветы вишни, этот шепот цветов и луны и это молчание ночи, такое полное молчание ночи. Она не сердилась, она приняла это, не только приняла, она приветствовала это. Она чувствовала себя благодарной. Ключ к счастью номер 2. Позитивность. Как ты воспринимаешь мир? Видишь ли ты в каждой проблеме возможность или наоборот? Любая открывающаяся перед тобой возможность воспринимается как проблема. В одном случае, столкнувшись с проблемой, ты думаешь: «О, это же сигнал для меня. Сейчас я разберусь, почему это произошло и что мне нужно изменить. В первую очередь в себе. Я буду действовать». В другом случае, когда возможность стучится в твою дверь, ты размышляешь: столько усилий. И еще неизвестно, какие проблемы и вопросы появятся в процессе. Не стоит и начинать. Твоя реальность ведет тебя вперед по лестнице возможностей или сковывает тебя бесконечной цепью проблем. Это ключевой вопрос для реализации своего потенциала, для собственного роста. Обращая внимание на возможности, ты взаимодействуешь именно с этими аспектами мира, даешь им собственную энергию и выделяешь их из бесконечного потенциала мироздания. Твое состояние попросту создает возможности, и поэтому их количество в твоей жизни возрастает. Ровно то же самое происходит с проблемами. Чем больше ты воспринимаешь происходящее вокруг как проблемы, тем больше проблем действительно приходит в твою жизнь. И в результате, рано или поздно, ты окажешься на глубоком дне отчаяния, опутанный бесконечной цепью проблем. Умение увидеть в каждой проблеме возможность, разглядеть во всех жизненных перипетиях способ для своего развития, роста и трансформации – это и есть подлинный оптимизм. Подлинный оптимизм – это отнюдь не витание в облаках и игнорирование реальности, а твердая убежденность, что любая ситуация в твоей жизни – это возможность. Возможность для движения, для того, чтобы выразить свое истинное «я». В состоянии подлинного оптимизма ты транслируешь миру: «Я готов двигаться вперед. Все в моей жизни предоставляет возможности для этого». Позитивность создает возможности в твоей жизни. Притча о позитивности. Как-то старый китайский учитель сказал своему ученику: «Пожалуйста, хорошенько осмотри эту комнату и попытайся отметить в ней все, что имеет коричневый цвет». Молодой человек огляделся. В комнате было много коричневых предметов. Деревянные рамы картин, диван, карниз для занавесок, парты, книжные переплеты и еще множество разных мелочей. А теперь закрой глаза и перечисли все предметы голубого цвета, попросил учитель. Молодой человек растерялся. «Но я ничего не заметил». Тогда учитель сказал: «Открой глаза. Посмотри только, какое здесь множество голубых вещей». Это было правдой. Голубая ваза, голубые рамки фотографий, голубой ковер, голубая рубашка старого учителя. И учитель сказал: «Посмотри же на все эти упущенные предметы». Ученик ответил: «Но это же уловка. Ведь я по вашей указке искал коричневые, а не голубые предметы». Учитель тихо вздохнул, а потом улыбнулся. «Именно это я и хотел тебе показать. Ты искал и находил только коричневый цвет. Так же происходит с тобой и в жизни. Ты ищешь и находишь только плохое и упускаешь хорошее. Но меня всегда учили, что следует ожидать худшего, и тогда никогда не окажешься разочарованным. А если худшее не произойдет, то меня ждет приятный сюрприз. А если я всегда буду надеяться на лучшее, то я лишь подвергну себя риску разочарования». Уверенность в пользе ожидания худшего заставляет нас упускать из виду все хорошее, что происходит в нашей жизни. Если ты ожидаешь худшего, то обязательно его и получишь. И наоборот. Можно найти такую точку зрения, с которой каждое переживание будет иметь положительное значение. С этой минуты ты будешь искать во всем и в каждом что-то положительное. Ключ к счастью номер 3. Щедрость. Чего больше в твоих мотивах? Стремление отдать или стремление получить? Ты хочешь делиться, потому что наполнен и изобилен? Или брать, потому что тебе не хватает? Попросту говоря, ты щедр или скуп? И речь здесь не только о материальном. Речь вообще о той энергии, которую ты отдаешь миру в самых различных формах.
Искренняя отдача энергии миру всегда ведет тебя по пути творческого созидания, труда во благо. И результатом такого созидательного труда будет в том числе получение тобой от мира самых разнообразных благ. Ты получишь их гармонично, естественным путем. Ведь один из законов энергии Вселенной гласит: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. А что, если в твоей жизни перевешивает желание брать? Тогда ты будешь неохотно отдавать миру свои таланты и энергию. Радость созидательного труда тебя не коснется. Ты вряд ли будешь любить делиться чем-либо и, как хомяк, станешь стремиться набрать всего про запас. Материальных благ, денег, любви. Словом, ты отделяешь себя от мира и игнорируешь вселенские энергетические законы. В этом случае падение в пропасть нужды неизбежно. Щедрая отдача миру своей энергии – это путь созидания. Поэтому щедрость ведет тебя к изобилию. Притча о щедрости. Один бедняк однажды встретил Будду. И он спросил у Будды: «Будда, а почему я так беден?» Будда ответил: «Потому что ты не практикуешь щедрость». Бедняк сразу же подумал, что ему нужно быть очень богатым, чтобы практиковать щедрость. Он сказал: «Будда, но как же мне практиковать щедрость? Ведь мне нечего отдать другим». На это Будда ответил: «У тебя есть 5 объектов, с помощью которых ты мог бы практиковать щедрость, но ты этого не делаешь». Глаза у бедняка стали большими, и он стал просить: «Пожалуйста, расскажите мне, что это за 5 объектов?» Будда сказал: «Своим лицом ты можешь дарить улыбки другим, но ты этого не делаешь. Своими глазами ты можешь смотреть на других взглядом любви и заботы, но ты этого не делаешь. Своим ртом ты можешь произносить что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. Своим сердцем ты можешь желать счастья другим, но ты этого не делаешь. И своим телом ты можешь делать что-то хорошее для других, но этого ты тоже не делаешь. Ты богат настолько, насколько ты себе позволяешь». Ключ к счастью номер 4. Милосердие. Как ты относишься к людям? Что побеждает? Сострадание и искреннее пожелание счастья? Или осуждение их некоторых ценностей, слов, поступков, а иногда и вообще всей их жизни? Основа подлинного милосердия – это уважение к пути человека и признание его права быть собой, право на ошибки и поиски. Божественная суть лежит в основе каждого из нас. И каждый из нас хочет быть счастливым. Только вот понимание счастья у всех разное, в зависимости от уровня сознания. И поэтому в процессе поисков своего счастья часто причиняется вред другим. Все эти страшные поступки и деяния – плоды невежества и неосознанности. Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят. Милосердие основано на знании и чувствовании заключенного внутри каждого божественной сути. Как бы далеко человек не отошел от нее в повседневной жизни. Считаешь ли ты, что жизнь каждого человека, пройденный им путь, достоин уважения или сострадания? Даже если он полон тьмы, готов ли ты сострадать? Веришь ли ты в людей или хотя бы хочешь в них поверить? Или ты наполнен осуждением, считая себя носителем абсолютной истины и безупречных моральных качеств? Милосердие и доброта к людям и к миру ведут тебя от уважения к сочувствию, к ощущению единства. Осуждение приводит к чувству превосходства, гордыни и, как результат, к одиночеству. Важно понимать, что уважать других и их право на свой путь ты сможешь лишь тогда, когда признаешь такое же право за собой. Признай божественное начало в себе. Разреши себе быть собой и другим быть другими. Притча о милосердии. Однажды старец гулял по морскому берегу и вдруг заметил мальчика, поднимавшего что-то с песка и бросавшего в море. Когда он подошел поближе, то увидел, что тот берет с песка морские звезды, выкинутые на берег недавним штормом, и бросает их обратно. Морские звезды окружали его со всех сторон. Весь берег был буквально усеян ими на несколько сотен метров. «Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду?» – спросил он мальчика, подходя ближе. «Прилив начнется только завтра утром. Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, то, скорее всего, погибнут», – ответил малыш, не прерывая своего занятия. «Но оглянись и посмотри вокруг. На берег выкинуты тысячи морских звезд. Неужели ты полагаешь, что можешь что-то изменить своими действиями?» Мальчик поднял следующую морскую звезду и, бросив ее в море, произнес: «Да, я смогу изменить очень многое. Именно для этой звезды». Ключ к счастью номер 5.
Ответственность. Принимаешь ли ты ответственность за собственную жизнь? Или постоянно перекладываешь ее на кого-то? Ведь твоя жизнь сегодня – это результат твоих вчерашних выборов. А твоя завтрашняя жизнь будет итогом того, что ты выбираешь сегодня. Каждая твоя мысль, слово и действие творят определенные последствия вместе с ответственностью за них. Поэтому путь к состоянию Творца своей жизни лежит через ответственность. Именно ответственность создает твою подлинную свободу. Пока ты делаешь ответственными за собственную жизнь других людей или обстоятельства, ты зависишь от них. Если ты считаешь, что за происходящее в твоей жизни отвечает кто-то другой, значит, за тебя все решили. Ты автоматически расписываешься в собственном бессилии. И где же твоя свобода? Чем больше ответственности за свою жизнь ты принимаешь, тем свободнее становишься, тем в большей степени являешься ее творцом. Когда ты начинаешь отвечать за собственную жизнь полностью, ты становишься свободен по-настоящему. Принятие ответственности создает свободу в твоей жизни. Соблазн перекладывания ответственности очень велик. Только помни, чем больше ты снимаешь ее с себя, тем сильнее скатываешься в рабство, в постоянную зависимость от людей и обстоятельств. Притча об ответственности. У одного человека никак не шли дела. Он считал, что ему все время не везет. И однажды он решил выяснить причину удачливости у соседа, у которого дело всегда спорилось. Он спросил у него: «Мне вечно не везет. Как ты думаешь, почему?» В ответ везучий сосед ответил: «А в чем тебе не везет?» «Да во всем», — ответил невезучий сосед. «Вот, например, вчера я опоздал на работу, получил от начальника нагоняй и штраф». «А почему ты опоздал?» — спросил везучий сосед. «Да потому что вчера по пути на работу была непредвиденная автомобильная пробка. Я в ней застрял», — ответил невезучий. И добавил: «Но я же в этом не виноват». «Понятно», — сказал везучий сосед. «А в чем тебе еще не везет?» Невезучий подумал и говорит: «Ну, еще я недавно разбил свою машину». «А почему ты ее разбил, как ты думаешь?» «А потому что дорога была скользкая». «И опять же, я в этом не виноват. Мне просто, как всегда, не повезло. Я же не знал, что внезапно ударит мороз, и дорога обледенеет». «Понятно. А в чем еще тебе не везет?» «Еще мне не везет в семейной жизни, потому что жена меня постоянно пилит». «И в этом ты тоже не виноват?» — спросил везучий сосед. «Конечно, не виноват. Разве я виноват, что у моей жены скверный характер?» «Все ясно», — сказал везучий сосед. «Что тебе ясно?» — спросил невезучий. «Ясно, что в своих неудачах ты прежде всего склонен винить обстоятельства, поэтому не стремишься улучшаться сам. И пока ты не научишься принимать ответственность за свои поступки на себя, вместо того, чтобы перекладывать ее на других, твоя жизнь будет сплошной полосой невезения». Ключ к счастью номер 6. Осознанность. Насколько осознанно ты живешь собственную жизнь? Ты выбираешь свои мысли или мысли сами приходят к тебе? Ты действительно выбираешь собственные слова и действия или просто неосознанно реагируешь на приходящие в твою жизнь события? Выполняешь заложенные в тебя программы, словно автомат, послушно реагируя на нажатие кнопок? И вообще, в какой мере ты замечаешь окружающий тебя мир? Осознанность дает тебе доступ к раскрытию собственного «я». Она возвращает тебе подлинность, снимая напластование стереотипов мышления, созданных в течение жизни внутренних программ, установок, зависимости от мнений разнообразных авторитетов, необходимости следовать принятым в обществе правилам. Возможно, лучшую формулу осознанной жизни дал Будда. Не верь тому, что существует давно и распространено в разных странах. Не верь тому, что делают другие, повторяя раз за разом. Не верь тому, что сказал мудрец. Не верь тому, что написано в Священном Писании. Не верь тому, что кажется возможным. Не верь своим фантазиям и мечтам, посланным с небес. Не верь ничему, что сказал учитель или монах. Верь лишь тому, что познал на собственном опыте, путем долгих выяснений. Тому, что оказалось правильным для тебя. Тому, что совпадает с твоим ощущением добра. Будучи осознанным, ты выбираешь свои мысли, слова и действия. Ты создаешь свое состояние. Ты можешь творить самого себя, заниматься осознанным самосозиданием. А без осознанности тебя будут творить окружающие обстоятельства. И твое подлинное «я» останется нераскрытым. Осознанность возвращает твою подлинность, даря возможность раскрыть свою истинную суть. Притча об осознанности. Как-то раз к знаменитому дзен-мастеру Хакуину пришел воин
самурай, великий солдат, и спросил, есть ли ад, есть ли рай? Если есть рай и ад, то где же врата? Где я могу войти? Этот человек был простым воином. Воины всегда простые, бесхитростные. Он знал только две вещи – жизнь и смерть. У него не было никакой философии. Он просто хотел знать, где ворота, чтобы избежать ада и попасть в рай. И Хакуин ответил так, чтобы воин смог понять. «Кто ты?» – спросил Хакуин. «Я самурай», – ответил воин. «Это очень почетная вещь – быть самураем в Японии». Он сказал, «Я самурай, лидер самураев. Сам император отдает дань уважения мне». Хакуин рассмеялся и ответил, «Это ты-то самурай? Ты выглядишь каким-то нищим оборванцем». Самурайская гордость была задета. Он забыл, зачем пришел. Он мгновенно выхватил меч и собрался убить Хакуина. Хакуин засмеялся и сказал, «Это и есть врата ада. С мечом, в гневе, со своим эго ты откроешь их». А это воин мог понять. Самурай немедленно осознал. Он вложил меч в ножны, а Хакуин сказал, «А здесь открываются врата рая. Рай и ад существуют в тебе, и ворота в тебе. Если ты не сознателен, это врата ада. Если ты бдителен и осознан, это врата рая. Внутри тебя рай, внутри тебя ад, внутри тебя способность выбирать между ними. Но люди продолжают думать, что все где-то снаружи, вне них. Рай и ад не в конце жизни, они здесь и сейчас. Дверь открыта всегда. В любой миг ты сам выбираешь между раем и адом. Ключ к счастью номер 7. Внутренняя честность. Насколько ты честен с собой? Смотришь ли ты на себя целостно или предпочитаешь что-то игнорировать? Видишь ли ты все свои чувства и проявления, собственные светлые и теневые аспекты? Это последний ключ. Если ты не получишь его, то не сможешь открыть двери к счастью. Только внутренняя честность дает тебе прочный фундамент для изменений. Ты никогда не сможешь изменить то, что ты предпочитаешь не замечать. Если ты врешь себе о собственной благодарности, ответственности, осознанности, то вполне возможно, что ты не идешь к счастью, а катишься в пропасть. Честность с собой дает тебе огромную внутреннюю силу. Это сила в отсутствии иллюзий. Ты принимаешь себя таким, какой ты есть. Ты точно знаешь, на какие качества ты можешь опираться и куда необходимо двигаться. Поэтому внутренняя честность – залог твоего духовного роста. А отсутствие честности погружает тебя в иллюзорный мир. В этом мире иллюзий ты бессилен. Ты занимаешься вечной борьбой с ветряными мельницами. Кстати, честность с собой неизбежно приведет тебя и к искренности по отношению к внешнему миру. Перестань врать себе, и рано или поздно ты перестанешь врать и другим. Притча о честности. Джалаладдин Руми – это один из столпов суфизма. Многие люди приходили к нему за советом и мудрым словом. Однажды к нему пришла соседская женщина с мальчиком и сказала, «Я уже испробовала все способы, но ребенок не слушается меня. Он ест слишком много сахара. Пожалуйста, скажите вы ему, что это нехорошо. Он послушается, потому что он вас очень уважает». Руми посмотрел на ребенка, на доверие в его глазах и сказал, «Приходите через 3 недели». Женщина была в полном недоумении. Люди приходили из далеких стран, и Руми помогал им решать большие проблемы сразу. Но она послушно пришла через 3 недели. Руми вновь посмотрел на ребенка и опять сказал, «Приходите еще через 3 недели». Тут женщина не выдержала и осмелилась спросить, в чем дело. Но Руми лишь повторил сказанное. Когда они пришли в 3-й раз, Руми сказал мальчику, «Сынок, послушай мой совет. Не ешь много сахара, это вредно для здоровья». «Раз вы мне советуете, я больше не буду этого делать», — ответил мальчик. После этого мать попросила ребенка подождать ее на улице. Когда он вышел, она спросила Руми, почему он не сделал этого в первый же раз? Ведь это так просто. Джалаладдин признался ей, что сам любил есть сахар. И прежде чем давать такой совет, ему пришлось самому избавляться от этой слабости. Сначала он решил, что 3 недель будет достаточно, но ошибся. Используя эти 7 ключей, ты откроешь дверь к счастью в собственной жизни. Благодарность приведет тебя к радости. Ответственность подарит тебе свободу. Осознанность откроет твою истинную суть. Щедрость и творческий созидательный труд приведут к изобилию. Видение мира как лестницы возможностей сделает твое движение постоянным. Милосердие и доброта превратятся в чувство единства с миром.
Внутренняя честность даст тебе силу для постоянной трансформации. Все это различные аспекты любви. Раскрывая их в себе, ты становишься подлинной любовью. Любовью к себе, к людям и к миру. Если ты хочешь глубже понять божественную природу любви, смотри это видео. Пиши в комментариях, какие ключи помогли тебе открыть свою собственную дверь в счастье. Создавай себя, ведь созданное останется с тобой навсегда. С вами был Андрей Беленцов, проект «Новый мир».